Всем доброе утро. Вот так вот я еду с рюкзаками в Будву, потому что мы едем на Гранд-Фондо в Нови Сад. Надеюсь, доберусь без приключений. Но если вы после этого коммент не поставите и лайк, то я не знаю. Что, приехал к парому, прокатили меня Герцог Новик, видели, немножко триатлон клуб. Сейчас паром и до Будвы еще. Все, ребят, я приехал в Будву, не рекомендую повторять такую штуку, ну, ехать с рюкзаком 10-13 килограмм, это стрёмно, тем более перед стартом. Вот мы барахло все. Короче, плохая идея, очень плохая, очень плохая. Жду ребят, грузимся в маршрутку, наш микроавтобус и выезжаем в Нови Сад. Так, ну что, вот они велосипеды, закрепили тросами. Закрываем дверь раз, смотрим, но тут какие-то коски, это не мы. Так, ого, вот это не мы, это тоже не наше, это тоже не наше. Ну какое путешествие без кофе? Тут даже на заправках кофе приятный. Купил себе батончик протеиновый, мороженое и ем сэндвичи, потому что утром особо не позавтракал. Взяли одного товарища из Будвы, берем второго. Вон там велосипеды. Вообще, конечно, шик. Шик! С велосипедами сейчас я покажу вам, когда мы будем укладывать еще. Когда велосипеды поставил в микроавтобус, это вообще просто наслаждение. Вот эти колеса снимать туда-сюда неудобно вообще, а так очень удобно. Сейчас мы едем, шеф говорит, ну давай снимай. Вот, приходится работать. Отдыхать не дают вообще перед гонкой. Говорит, снимай виды красивые. Говорит, мы едем, как мы разговариваем, как я рулю, говорит, снимай давай. Как я вот рулю хорошо. Снимай, вот мы едем, вот. Сейчас я мороженку съел. Все хорошо. Подъезжаем под Горицу. Ночью видок здесь тоже шикарный, я вам скажу. Сейчас скомандовал включить Orbital какой-то. Довольный сидит. Сказал, если музыку мою не будешь включать, высажу нахер. Так и едем. Триатлет, вон, айфоны продает. Кому айфон? Кому айфон? Отличку. Привет, красивый! Привет! Как будто в отпуск собрался. А я так, да? Такие ноги бритые, красивые. Ой-ой-ой. Может, ну его нахрен эту гонку, просто бухать поедем. Ты же холостой, да? Привет. Ты же холостой, да? Я выложу потом видео это. О, велик. Вот, бля. Кирюха, блин, ты чё? И куда смотришь? Нормально, говорит, что? Все, да все нормально. Мой стиль дзюдо бросаю через бедро. Я побеждаю умом, это чистый ипон. Знаешь, кто я знаю, кто Как тебе музыка, Андрей? Хип-хоп, one love. Так это я музыку включил. Заехали в Сербию. Вот там видочки сербские. В дороге очень важно нормально кушать, иначе если запортачишь питание, то потом вообще все плохо будет. Вот человек поел. Хвала Пуно. Андрей тоже поел. Наша команда вообще. Я бы написал напротив каждого количества ватт. У кого какое? Ну, это человек там 300 может быть. Ну ладно, нет, давай. Сколько вес какой твой? 77. 77. Ну сколько там? Ну там 4 даже нет, да, ватт на килограмм? Или есть? Нет. Даже 4 нет. Ну о чем речь? У меня тоже нет. Какие ваши планы на гонку, Кирилл? Доехать бы. Доехать. До Нови Сада или вообще на финиш? На Нови Сад тоже было бы неплохо. Наши велосипедики. Ну понятно, короче, в первую нужно типа не сильно усраться, а во вторую можно поусираться. Но мы же разворачиваемся и потом еще раз едем, разве нет? Это и есть вторая гора. А, это и есть все. То есть горка одна, по сути, мы просто с одной стороны, с другой потом заедем.
Мы наконец на Висат приехали. Ядрен батон, сколько мы ехали? Вечность, вечность. Да ладно, быстро будете? Да нет, быстро, но не быстро. Гаик не было. Ощущение дорожных. Я кайфанул. Кайфанул. Просидел в ноутбуке в компьютере своем всю дорогу. Периодически я кайфовал. Хоть и блин, просто. Ну все, мы заселились. Очень приятная пара. Дяденька и тетенька живут в Америке, сами из Америки, но вот у них есть приятные апартаменты. Так, Андрей тут. Так, вот колеса запасные. Такое зеркало на входе и, собственно, сами апартаменты. Такой домик небольшой, очень хороший, с двором, они сами там живут. Сказали, можешь заходить напитки брать, но что-то Андрей сказал, что они потом просто нам что-то выставят за эти напитки. Во второй этаж к нам приедет еще один велосипедист, очень сильно, Никита Харченко, очень такой опасный парень, но говорит, что болел, поэтому форум будет не очень, но мы посмотрим. Тут уже пацаны затарились, с облегчением, пожалуйста. Вот, собственно, комната еще одна и комната Андрея. Очень хорошая комната. Видите, никаких женщин, все чисто. Отличный домик. Водородный, да, вообще приятный, да? Черногорские дикари соскучились по городу. И гуляют, и удивляются. Светофоры, смотрите, светофоры, пешеходные переходы и газон подстрижен. Вот уж какой-то. Вот 4 шекса, да. Вот прям напротив. Называется сайт. Да, вот Велосипеды. Какое высокое здание, господи. Вот это да. Погода хорошая вообще. Прохладненько так. Хорошо. Ну, в воскресенье пожарче будет. Быть триатлетом — это просыпаться пораньше своих друзей-велосипедистов и пробовать попасть в бассейн, поплавать. Потому что не хочешь терять чувство воды. И нужно тренить хотя бы 3-4 раза плавать в неделю. Иначе вообще... Но в бассейн в новом городе найти, ну, как бы найти-то можно. Продумать до него дорогу, вот это вот. Тут еще гемор. Ну, прикольно по новому городу утреннему прогуляться. Ощущения интересные, конечно. Сейчас будем спрашивать, как найти дорогу. Чисто классика. Около дома автобусная станция. Я не встал. Спросил мужика там, когда ехать. Он мне сказал, я ему показал, куда мне. Он такой, все, вот, поехали вместе со мной. Мы едем. Я понимаю, что по карте в другую сторону, противоположную, на край города едем. Я ему говорю, мне же вот нужно было в центр Воеводина, типа. Он говорит, а я думал, ты от центра едешь. Да. Вот так и катаемся. Вот вам торговый центр, променад. И там самокат, который я хочу взять, потому что бассейн оказался закрыт. Так бывает в жизни триатлета. Но зато как неожиданно увидеть такие домики. В Черногории таких нет. Так, ну все. Ну все, коллеги, мы собираемся на тестовый выезд. Нас позвал наш друг Юра, который тоже из Черногории, очень сильный велогон. Есть вообще такая, короче, тактика держаться за Юрой просто. Но не знаю, будем ли мы ее придерживаться. Посмотрим. Позавтракали. Кирилл нам приготовил завтрак всем. Сейчас покажу вам велосипеды. Кто на чем едет. Вот наши апартаментчики. Такой дворик приятный. Итак, кто на чем едет у нас? Смотрим. Колнаго. Фокус. Каньон. Каньон. По-моему, вот эти даже одинаковые каньоны. Ультимация FSL. Ультимация FSL, да. Одинаковые каньоны. Андрей. Кирилл. Андрей. Рустам. Так, что там с давлением? У меня, по-моему... Ну да, тоже. Хотя потрогал, вроде было нормально. Ну что, собственно, сейчас план встретиться с Юрой, который уже успел катнуть, кстати, вчера трассу полностью. Вообще красава. Вот это нормальный велогон, не то что мы, туристы, блин. Сейчас прокатимся буквально чуть в плане вообще ну, у меня стоит, допустим, 30 минут. У Андрея, наверное, час еле-еле. Ну, не знаю, как получится. Сейчас надо не упороться и не сдохнуть на жаре.
Короче, не знаю, что будет, сейчас посмотрим. Едем в центр. Thank you. Thank you. Можно подняться, вот как спустимся вдоль реки, поедем. Ну да, И там такая маленькая горочка. ну хорошо. А дальше там вдоль реки, там вниз. Ну просто только смотреть, как Смотри. вот до... У меня до- что-то Гармин, я загрузил трек твой. У меня здесь карты не поддерживают. Я не хотел тоже ехать. Поехал по телефону, блядь, заблудился. Ну мы видели, что ты не туда повернул. Блядь, с одним флаконом, без денег, блядь. Телефон садится, уехал в эту жопу уже. А там местами есть, знаешь, как Твой бы кореш тут стоит. фуры, блин. Я сделал несколько ускорений, остальное просто быстрая дорога, пульс 130. Там ничего особенного. Она просто, ну, хорошо катится, вот там вот участок. Ветер боковой, профильные колеса работают. Ну, как бы. Наверное, не знаю. Мосту сейчас яму заделаю, которые сейчас вырезаны. Да, вон. Вот здесь будет, А блядь, тут цепуха. стремняк. Да, здесь Ну что, такая трасса интересная, в принципе. Повороты. И эти водители грузовикам просто... Будем надеяться, такого не будет завтра. ну, там будет тебе еще интереснее. Ну так не скучно, все. Мне не понравился подъем перед финишем, если честно, вот этот вот. Ну да, На, окончательно будет вырубать. да, на ногах уже убитых. Проверили трассу, пойдет. Ну так, Повелили трассу, не пойдет. ну так, такое. Вообще непонятно, как будем, что делать. С кочками, с торчками, со спусками. Если спуски ехать не умеешь, на Гранд Фонду не едете вообще. Ну, на горные. Смотри, как много пиццы. Мне кажется, хорошая пицца. Пробовали только что сделать страховку. Сказали, без регистрации нельзя. Вообще хотели страховку сделать спортивную именно, ну, на завтрашнюю гонку. И что-то не получилось. Не знаю, что делать. Но есть еще одна веселая новость для Андрея. Он записался на BikeFit к знакомому Кирилла, которого зовут Антон Павлович. Если Антон Павлович разрешит снимать, то я поснимаю что-то. Если нет, то нет. Но Андрей рисковый парень хочет вот BikeFit сделать перед. Просто в Черногории негде BikeFit сделать, а тут есть. Тем более приехал человек вот из Вьетнама аж. Так что BikeFit глобальная тема. Заточили только что вот такую пиццу огромную. Углеводная загрузка, сами понимаете. Хотя, мне кажется, грузись, не грузись. Но с питанием все равно. Последние 2 дня перед гонкой нужно быть внимательным очень. Пицца Чао в Нови Саде. Highly recommended. Короче, обсуждали тактику. Но ничего не можем сказать. Сложно что-то прогнозировать. Непонятно. 500 человек примерно будет на старте, да. Проехали трассу, будет торчок сильный. Есть места с песком, есть места с кочками. Может быть узко местами. Ну, короче, вообще непонятно, довольно-таки опасно. Спуски я не умею ездить, поэтому непонятно вообще. Просто, наверное, надо будет стараться найти себе группу, как-то усидеть, ну, не проехать совсем слабо, да и все. Сейчас зайдем на BikeFit, посмотрим, что там делают, если нам разрешат снимать. И зайдем еще в Planet Bike. В Черногории с магазинами велосипедами прям вообще плохо. А здесь прям вообще хорошо. Есть хорошие сетки Planet Bike, в которых я покупал еще шлем себе первый. На ютубе есть видос о том, как я покупал себе велосипед в Сербии, только в Черногорию приехал. Ездил в Обреновац. Вот, и можно посмотреть об этом видео на канале. Называется «Купил велосипед». Велосипед из Европы называется. Велосипед в Сербии. Вот. Поэтому погодка вообще сегодня, мне кажется, сейчас градусов 26-28. Завтра будет еще жарче, обещают. Условия, конечно, будут, ну как, лучше, чем дождь, конечно, но все равно нужно быть к этому готовым. С гидратацией вообще вопрос. У меня есть мягкие фляги, например, 2, не знаю, их брать, нет. Они в джерси не влезут, и неудобно будет, скорее всего. Но это лучше, чем останавливаться, с другой стороны, да. Можно засунуть куда-нибудь за пазуху, тоже вот не знаю. Кто-то ездил так.
Будем думать. Еще гель надо закупиться. Заменил седло, товарищ. Старое поставил. Новое убрал. Там человека байк фитит. Никаких секретов. У них они там показывают что-то. Ну да, я скорее всего, мне кажется, иногда правый, я прям не разворачиваю, то есть так чуть-чуть. Они сказали, в этот век там никто не звонит. Мы тоже так же начали, да? Да. Такой спеш тут. Снимать. Все, короче, забраковали его. Go inside. Hello. Это дикое совпадение. 55-й регион и 55-й номер. Это четко. That's it. Thank you. А ты что, все получил уже? Я да. А там что происходит? Там показывают футболочки радужные для победителей. Показывают? Да. Типа мотивация такая. Привет. Вот если ты победишь... Показывают то просто? Ну, я не верю, что ее можно купить. Ну что, как тебе? Ну, стартовый пакет очень богатый. Булечка красивенькая. Есть изотоник, есть еще какая-то жижа. Давай обзор сразу. Обзор. Так, ну красивая бутылочка, Гран Фондо, UCI, там, Давай. World Series, Field the Hill. Ладно, это все понятно. Дальше что? Ну, Давай, я держу. ее. Окей. Я подержу. У нас есть изотоник, Aquavilla Sport, сейчас мы попробуем. Легко доступно, легко открывается на вид. На вид как антифриз, по вкусу должен быть... По вкусу как тормозуха. Так, да, самое главное, это конвертик со стартовым номером 246. Гран Фондо, соточка. Так, Давай. разбавочка. Еще один изотоник. Ну все, короче, можно не брать никакого. Знаете, самое красивое, это, конечно... Можно уже не ехать. Все, поехали за пивом и домой. Так, еще что? Так, траторию, это мы потом завтра пойдем обналичивать эту скидку. Так, футболочка такая же, как и эмблема. Что еще у нас? Гель есть? Так, деньги. Вижу деньги. Есть гель. Гель есть, сися. И Energy все. Shot. Начнем. Все? Да, подожди, еще что-то. Шоколадка есть? Не. Еще какие-то мульки. О, вот это хорошее. Пойдем. Ваучер на Хайнике. Ваучер на Хайнике. Короче, медалечка, конечно, приятная. Картина маслом, конечно. Последние приготовления холостяков. Какая джерси, какие мышцы. Это цвет, да. Сегодня тоже байкфитер комплименты Андрею делал. Он мне сказал, что у меня нет лишнего веса. Я тоже крашу. Все приготовления, изотоники, вот оно все. Понимаете, все, вот кекс на месте, мороженое на месте, бананы на месте. Все на месте. Я номерок свой прикрепил уже. Вот мы помогаем. Сейчас Андрей снимет шорты. Ладно, это не то, это не в то видео. Другое это. Видео по подписке. Да. Вот. Смотрите, обратите внимание. Купил его зачем-то Кирилл какие-то, ну, за 2700 этих динаров купил старый шип и лук. Нахрен они ему, непонятно. Коллекционер, что ли. Вот. Что еще? Это мы завтра вот кушать пойдем. Так, подожди, что, забудем цеплять? Конечно. А что, потому что не надо? Да, вроде бы и так нормально, Вот так там вот. не стал цеплять. По регламенту вот так должно быть. Да. В смысле? По Ну, регламенту, типа, говорит, да. Рустам сказал, я не буду цеплять на 4-й, потому что не хочет, чтобы у него тут было за цеп, за дир, за... А ты сам принципиал? Я принципиал. Доброе утро. Кирюшка спит еще. У шефа все серьезно. Бля, шутки кончились. Дом разминается. Вы только посмотрите на эту машину. Господи боже, он сегодня выдаст 5 ватт на килограмм.
На 2 секунды, правда, но ничего. Ё-моё. Подход очень серьезный у шефа. Номе. Кашку сварил. Этому не нравится, что-то хочет с молоком. Шеф тут ночь не спал, писал, короче, легенды. Придумал, на раму наклеим сейчас изолентой. Все повороты, опасные участки. Я себе тоже, как увидел, сразу написал, он решил остальным написать. Я предлагаю ему, давай, ну это он предложил. Я предложил просто километраж перепутать для остальных участников. Он говорит, вот здесь вот опасно написать не влево, а вправо. Вот и тот самый велогонщик, про которого я вам рассказывал. Про которого складывают легенды. Который очень опытный. Чуть недовольный пока что. Торопится, потому что уже все собираются, уже одеваться надо, выходить. У него даже вода не налита в баночке. Самое главное, сидел, красиво повесить ноги. Сидел, кайфовал, угорал со всеми. И продолжу это делать. Да. Вот легенда, которую я показывал. Блин, Андрюха вообще красавец, легенда клево придумал. Вообще. Блядь, это ж сколько? Это ж сколько килограмм получилось? Да, дофига. Уже, правда, 9. Старт через 56 минут, а мы еще здесь. Да уж. Эй! 9:17. А мы еще дома. Смешно. Подъезжаем на точку старта. А что он в аэрошлеме, блядь? Нормально? Давайте хотим еще чуть-чуть. Если повыдрать, там разминочка. и сзади тут будут, блядь, иметь его. Ладно, едем аккуратно. Едем аккуратно, да. Ты не рви в самом начале. Я не рву. Я тебя знаю. Не, в головку ты все равно не попадешь. Я не рву. Не, не попаду. Упадешь все равно. Там вот такие все аэробешные. В смысле, вот так вот сюда вот? Что у тебя кармашек этот открыт? Нормально? Перетянут, слишком много ништяков, так, чтобы послабее было. Стали розовые номерки, тоже сюда их запустили, там сзади места нет. Вон народу куча, никто это... Непонятно вообще, как стартовать будем, никто не утрамбовывает и узко очень. Старт буквально через 9 минут. Si triathlete? Me triathlete too. Brother. Nice to meet you. Where are you from? Serbia. Ah, Serbia. You? I'm from Montenegro. Oh. But actually I'm from Russia, but now I live in Montenegro. Okay, that's fine. So you have 5 watts per kilogram, yes? Yes. Of course. Why not? Alexander's. You have aero bars here, you put it now. Now go and go aero. Fine. Yes. Did you saw one guy which with aero bars that bigger and in aero helmet? What? Really? I saw one guy. Yes, it is here with us. Yes, yes. Are you first time at the Grand Fondo? Yes. Me too. That's my first Grand Fondo. Yes, but I don't know what to do because it is a lot of people. Yeah, that's and I think I not be put the shoes too early. Yeah, no. You wait like Yes, 1 when meter till. yes. Whoa! Опа! Оп! Оп! Оп!
Обережно, обережно, блядь. Короче, вот я и приехал. Давай, удачи! О, дорогу подмели, зацени, а нет. Давай, Серега, твой выход сейчас. Твой звездный час. Я в атаку пошел. Давай, давай. Извини, я вот. Извините. Ну давай, Серега, все, я за тобой тогда. Я за тобой тогда, все. Самое время до головы добраться. Да-да-да. Только сейчас. Ну что, я добрал 3 атлета, с которым рядом стоял на старте. Пульс 168. Где-то так, я думаю, норм. 5% гора. Сейчас 23 километр, 2 геля съел уже. Первая группа совсем рядом, на самом деле. Прям вон они. Поэтому хорошо, но на спуске будет видно, посмотрим. Я со второй группой ехал. Я думаю, где-то уже 90 грамм углеводов съел. К слову о питании. Едем, вообще кайф. Ощущение просто бомба. А стартанули когда так красиво это, господи боже. Я не представлял. Как хорошо, что я поехал. Старт вообще нормальный, кстати. Я больше стых. Там перед уезжает, и как бы все газуют, нормально, там разрыв хороший. Только успеваю педаль крутить. Что, самочуха норм? Сейчас будет хуёво. Готовься. А что? 15%. Серьезно? Нет, шучу. Ай, молодец. Приятно встретить, да, блядь. Приятно встретить друга. Блядь, не в ту сторону, реактивная тяга, сука. Давай, впереди. Да стараюсь, да, погоди. Вот и Юр нашу добрали. Тут хоть попрохладнее, да, Юр? А то что-то вообще... А? Я? Я один. Блять, подожди. Ты же... Че? Тут стоять. В смысле, впереди? Нет, конечно. Я вначале не газовал. Я в голову не лез. Со второй группой ехал. Haydi, snart. Давай, да. Чао! Do you think we can catch that group? What? That group? Do you think we can catch them? You're welcome.
Сейчас передохну, малюха, и надо в гору атаковать. Забрал группу. Нормальная группа. Сейчас сначала все нормально было, в горку заехали. Сейчас все нервничать нахуй стали. Вперед рвать. Он немец уехал. Да горка долго еще. Сколько? Блядь, еще 370 метров вверх. Ну 1,5 километра не так много. Просто горка лютая. И это еще 2 подъема. Короче, осталось всего ничего. 400 метров набора и 39 километров. Только что был пункт питания второй. Набрал бидон. Вообще нормально, зря переживали. Дают бутылку изотоника. Я заранее откручиваю крышку в карман. Бутылку туда набираю, выкидываю, крышку закрываю. Поэтому no problem. Самый прикол-то, ребята, у меня 30-го не накидывается звезда. У меня 11.28. Так что... Что-то... А я думаю, что-то не то. Не проверил. Да уж. Вот они, мои спуски хуёвые. Меня обогнали. О, бля. О, бля. Нихуя не едут. Нормально. 32 скорость. Все уже ноги скидывают, раскачивают. Все, видимо, закислились, сводят ноги. Я вот думаю, еще 12 километров. Можешь атакануть. На 3-4 надо где-то. О, у меня тоже ножку схватывать начало. Это да.
Ты давно приехал? Кроссовок, да вот только что. Ты вывез еще. Бля, я еще тащил. Такого развоза дал последние 10 километров. Я выпил 2 бутылочки и 2 геля съел. Ты коняра, как ты это делаешь, я не понимаю. Не знаю, блядь, ну Не сейчас- тренируюсь. Из 3 часов выехал человек. Вот красава вообще. Первую горку нормально ехали, вроде как в достаточно большой пачке. Потом на плоскоче после первой горки мы догнали очень большую пачку, она, видимо, лидирующей была. Ехали нормально. А потом они как, поперли во второй этот, и я отвалился. И все. И в итоге там мы вчетвером так и до конца и доехали. А, кровь? Сироп или сироп? Не, это кровь. Безумный. Это кровяка. Да, Юра да, вообще просто этот... боец. Терминатор реально. Надеюсь, это не твоя кровь, дядя Юр. В смысле? Битва оленя. Ну, от кого, от чья еще может быть кровь? Поехали. Ну, того парня мы найдем где-нибудь в кустах. На, сам бери, вон там. Спасибо большое. Вон там, справа. Антон, а ты на финал поедешь? Ты на финал поедешь? Нет, ну ты квалифицируешься, ты 25% прошел, и ты в Данию можешь поехать на финал. Мне, естественно, вообще похуй на эти гранд-фонды, Очень сложно впечатления вообще свои сложить, передать в одно, потому что я рекомендую всем, это просто потрясающе. Это просто великолепно. Это, я не знаю, ты как будто в кино, как будто ты, ну, я не знаю, у меня нет слов. Это оно того стоит вообще. Зачем жить еще жизнь, если не испытать такие эмоции, не поучаствовать в такой штуке? Просто аж мы стартанули, у меня аж я там орал, аж там мурашки по телу, вообще очень круто. Позже будут еще эмоции. Покидаем мы Нови Сад, эти прекрасные улочки, эту цивилизацию по сравнению с Черногорией. Попробовал сегодня опять сходить в бассейн, опять не получилось уже ничего, потому что бассейн оказался закрыт. Гонка вчера вообще, ну, день прекрасный был. Гонка вообще просто у меня, я не знаю, я не могу подобрать слово, еще вот начало гонки настолько эмоциональное было, как будто бы ты участник какого-то фильма, то есть как будто бы вот ты, ну, я смотрел, по крайней мере, там какой-нибудь Тур де Франс, велогонки на ютубе, да, и ты как будто бы просто являешься участником этой, ну, ты действительно по факту являешься, ну, не продал, конечно, но все равно. И вот это вот, когда ты видишь голову с машиной, и ты там едешь, и огромная толпа едет, ну, это ощущение скорости вот этой вот совершенно несравнимо с марафоном, потому что когда бежишь, тоже круто, но бежать ногами такое, на велосипеде лучше ехать. Вот. Приятнее ехать, скорость восприятия информации другая, ну и сами скорости другие, поэтому и впечатления другие, другие эмоции, другой как бы адреналин, другой совершенно. И самое главное, что это не просто, ну, когда ты бежишь, ты рассчитываешь исключительно, ну, там, подготовился, вот твои ноги, все, да, а тут можно тактически поработать, ты можешь показать лучший результат или хуже, в зависимости от того, насколько ты, ну, как бы, у тебя есть опыт, навык и понимание, как это делать, как работать, как работать головой, а не просто всех развозить, да, как один товарищ наш из нашей команды, которого Никита ругал все. Но это ладно. В общем, мне понравилось, я где-то успел поработать, но глобально, мне кажется, ну, просто у меня мало опыта пока что. Это был, ну, для первого опыта я показал неплохой результат, я считаю, учитывая все данные, проехал приемлемо, скажем так. Самое главное, по мощности плюс-минус ровно для себя, хорошую мощность показал на такое время, да. В целом, я даже сказал, эта мощность, она полностью закономерная, то есть согласно FTP-тестам, да, на 3 часа я пока только такую мощность могу выдать. То есть, может быть, чуть сильнее можно было. Вон там нормализовано, я прикреплю скриншот. Что-то там 230-240 получилось ватт. Согласно моему весу 74 килограмма и моему опыту и FTP-тестам, это на 3 часа, ну, как бы нормально. Вопрос, как я использовал эти 240 ватт, вот это вот главный вопрос, потому что использовал я не очень корректно и эффективно их. Где-то я отвалился в самом начале, да, нужно было подработать, может быть, наоборот, больше. Неправильно разложился, короче, я распределил свои силы по дистанции всей. Поэтому
Я бы мог показать, мне кажется, я бы мог что-то из 3 часов точно выехать, мог бы, мне кажется, а может быть еще быстрее. Но это уже что, мы не узнаем. Хочется еще. Странно. Прикол в том, что после марафона или полумарафона ты бежишь, думаешь, ну нафиг, тяжело, так больше не буду. Велогонку как будто бы легче ехать. То есть ты уже после гонки такой, ну я нормально себя ощущал, ничего у меня ни судорог не было, ни какого-то недомогания. Ну чуть-чуть было, самая малость. Видимо, просто нагрузка непривычная. И через час уже думаешь, блин, снова охота, еще раз охота. Это как, ну реально как такое, прикольно, короче. Дистанция вообще очень красивая, местами вот как на видео я показываю, есть там какие-то супер, как будто бы поля, какие-то деревушка, да. Проходила дорога через маленькие деревеньки, тоже все это красиво очень. Несмотря на это, кстати говоря, были люди, которые болели, которые, как я там давал 5, кричал всем чао. Это тоже очень эмоционально заряжает, и я прям от этого прям вот, ну, прям заряжался эмоционально тоже от тех, кто болеет, от детей, которые болеют, да, это прям очень круто. Наобщался я вдоволь, познакомился и с немцем, которому 66 лет, который, блин, классно едет. Мы подвезли его там и со словенцем, и с сербами, и с ребятами из Питера пообщался, Ветер Сайклинг, которые по форме я их узнавал. Часть разговора вы это можете увидеть. В 2 словах, наверное, в первую горку я некорректно, нужно было чуть быстрее, потому что я своих там, мы смотрели потом кино, я прикреплю. У нас сейчас проходит просмотр, как проходила гонка. Это с помощью приложения Flyby в Strava. Мы видим, кто где ехал, и видим голову. Где голова? Голова уже уехала, правда, но неважно. Но неважно. Вот голова уехала. Вот Никитос от лидер. меня отвалился. И вот мы тащимся. Подожди, вот ты догнал Никитоса? Да, там спуск-подъем. Да, да, я на подъемах что-то уже такое. На Flyby, кто как ехал. Так смешно на самом деле. Особенно на лидера гонки посмотреть. То есть первый участок мы нормально все перли, потом в горку лидер улетел, Игорь Корпс. Вот. И в целом-то, наверное, и все. Смотрите, какое здание интересное, разбитое. На самом деле в Нови Саде что-то много заброшенных зданий, вообще абсолютно заброшенных, как будто бы, ну такое, что-то, конечно, занимаются, строят, но все равно присутствует то, что не это, как будто бы не эксплуатируется вообще, в центре, в том числе в центре города. Добрый шеф везет нас через Жабляк. Обсудили гонку еще раз. В целом, как я сказал, там много комментариев в целом по ходу гонки. Я сейчас монтажил выпуск и... О, смотрите, сейчас покажу еще вид. Опа! Вообще неплохо. Вообще неплохо. По гонке могу сказать, что, короче, мог проехать лучше, мог однозначно. Но, учитывая первый опыт, учитывая все водные, ну, как бы вообще нормально. С моими ватами, на самом деле, лучше можно ехать, нужно, потому что велогонка, это нужно башкой думать, а не только ехать, педали крутить. О, мост Джурджевича, пожалуйста. Великий и ужасный. И популярный очень, потому что здесь все туристы приезжают. Думал, блин, спокойненько проснулись там в 6-7 утра. Собрались, 10 на гоночку, откатали. Пошли поели бургеров, пиво выпили. Никакого тебе там 10-часового мучения. Ну, от дистанции зависит, конечно. Но, блин, велогонка что-то, ну и ты после нее живой, нормальный. Не то, что после полной дистанции или там после половинки может даже тяжеловато быть. Ну, короче, не надо плыть, бежать. Ну, это так круто, на самом деле. Сравнить я всем рекомендую. Еще обсуждали, что очень много моментов было, когда едешь за группой, и она вот едет в горку с одной скоростью, потом чуть-чуть в полаживание, и она едет с такой же скоростью, как ехала в горку. То есть нет понимания, ощущения интенсивности своей, ощущения показателей, да, там, может быть, нет вообще метрик, за которыми не следят, там, пульс, ваты, что-то такое.
чтобы понимать вообще, ты быстро едешь, нет. То есть и проблема главная, что у меня, например, и у Андрея была такая, что мы отпустили сильных и сами, получается, ехали со слабыми, ну, то есть относительно нас, хотя мы могли лучше, ну, как бы, ну, короче, вывести, да. Тогда, когда ты начинаешь всех обгонять, это значит, что ты уже упустил сильную группу. И это уже, значит, поздно, это как с питанием, да. То есть, если ты захотел есть, то это уже поздно, все. Поэтому тебе должно быть всегда на колесе даже чуть-чуть тяжеловато, как будто бы мы обсудили сейчас. И очень важно попробовать в самом начале сесть в такую группу, чтобы вот было именно так. Конечно, свои силы как бы прикинуть сложно и куда-то, но я понимаю, что если бы я за парнями поехал, например, за Андреем, я прикреплю, кстати, всех их результаты. Пацаны очень сильно скатались, вообще респект и уважуха. Если бы я за ними поехал, вообще с большой вероятностью я смог бы усилить. Где-то на спусках я бы стопудово проигрывал, но на подъемах я мог бы подобирать. Короче, вот как-то так. Всем рекомендую вообще эту гонку. Мы уже посмотрели, какие гонки еще UCI есть, что вот в Швейцарии там будет скоро. Там какие-то бешеные дистанции, там 3000 набора там на 100 километров, там еще что-то. Ну, короче, ужас какой-то. В Турции будет UCI. Ну, я не знаю. Короче, нужно отдохнуть с этой мыслью, так сказать, пожить еще. Велоспорт — это вообще абсолютно такой джентльменский спорт с совершенно другой скоростью и другими эмоциями. Это что-то совершенно иное, в отличие от бега или плавания. Не лучше, не хуже, просто другое, да. И кому это по душе больше, кому-то ближе там бегать или еще что-то, или все сразу делать, триатлонить, да. Вот. Поэтому просто по своим ощущениям скажу, мне очень понравилось, прям очень-очень. Я даже начинаю понимать тех, кто из триатлона уходит в велосипедные гонки, да. Сегодня в инсте читал новость, что Блуменфельд близок к подписанию контракта с профессиональной велосипедной командой. Уходит в велоспорт. Нормально, что нет-то. Вот. И в целом-то, наверное, и все. Будем кататься дальше, качать свои ваты. Приложу вам все возможные материалы, прикреплю ссылки на всех. Много было очень русских ребят отовсюду. Антон Павлович, например, у которого показывали Байкфит, он заехал третьим в своей группе за 2:45, из он проехал. Вообще результат очень крутой. Радостно за таких людей. В целом-то и все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, читайте шапку, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, вообще понравилось или нет такой формат. Очень много сил было вложено каждый раз снимать, вам рассказывать все это, ехать. Как мне сказал Никита, если бы ты типа на видео не снимал бы, не отвлекался бы, еще бы и разговаривал бы типа меньше, ты проехал гораздо лучше. Поэтому прикиньте, ребят, усилия для того, чтобы вам это все показывать, они вот влияют на результат. Ну вот понимаете, вот как-то так. Все, всем спасибо, всем пока.